Хотите приготовить вот такую чудесную хлебную закваску? Смотрите это видео. Эта закваска прослужит вам годами. Прекрасный рецепт. Вы будете мне очень и очень благодарны. Смотрите. Нам понадобится 25 грамм ржаной муки, 25 грамм белой пшеничной муки и 50 миллилитров обычной воды комнатной температуры. Каждый день нам понадобятся вот эти вот ингредиенты. Ничего больше нам не понадобится. Очень и очень просто все это делается. А закваска получается чудеснейшая. В банку, в которой вы будете делать закваску, засыпем вот эти ингредиенты. И затем добавим воду. Я вам регулярно буду показывать чудесные рецепты выпечки хлеба из этой закваски. Также можно и вкуснейшие блинчики приготовить на этой закваске. Пирожки можно готовить на этой закваске. То есть все, что вы хотите. Приготовьте обязательно. Я вам очень рекомендую. Это чудесная закваска, и она прослужит вам годами. Перемешиваем. И все. Всего лишь 5 минут в день вам понадобится для приготовления этой чудесной закваски. Накройте салфеткой и оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Прошло 24 часа. Посмотрите на нашу закваску. Она не особенно изменилась, даже сказать, совсем не изменилась. Так и должно быть. Надо уметь ждать. Теперь нам надо будет убрать половину вот этой закваски отсюда, то есть 50 грамм. У нас было здесь 100 грамм, и убираем 50 грамм. Вот такие чудесные весы я буду для этого использовать. Как вы видите, банка вместе с содержимым 466 грамм. Убираем 50, получается 416 грамм. Математика везде нужна. 416 грамм, как в аптеке. Теперь нужно прикормить нашу закваску так же, как и вчера. 25 грамм белой муки, 25 грамм ржаной и 50 миллилитров обычной воды. Все перемешано, накрываем опять салфеточкой и оставляем еще на 24 часа. Итак, сегодня 3-й день. Как вы видите, есть маленькие изменения, маленькие пузыречки начали появляться. Это значит, что мы все хорошо делаем. Проделываем ту же самую процедуру, что и вчера. 50 грамм убрать и добавить свежую подкормку. Хорошенько перемешать это все. И опять оставляем на 24 часа. Напомню, что плотной крышкой не надо накрывать, просто салфеточкой для того, чтобы ничего постороннее туда не попало. Прошло еще 24 часа. Сегодня 4-й день, и посмотрите, как выглядит закваска. Видите маленькие пузырьки там на дне? Это значит, что закваска хорошо развивается. Проделаем ту же самую процедуру, как и всегда. Удаляем 50 грамм отсюда и докармливаем мукой и водой. Накрываем опять салфеткой и оставляем еще на 24 часа при комнатной температуре. Сегодня 5-й день. Вы заметили, как наша закваска растет? Посмотрите изнутри. Убираем 50 грамм отсюда и докармливаем 25 и 50 воды. Все то же самое, как и вчера, и позавчера. Также накрываем салфеткой и еще оставляем на 24 часа при комнатной температуре. Итак, сегодня день 6. Вы можете заметить по бутылке, что наша закваска поднялась и опустилась опять. Это очень хороший знак. Значит, закваска хорошо развивается.
теперь нужно ее кормить дважды в день, утром и вечером. Все проделываем по тому же принципу, как и раньше. Удаляем 50 мл отсюда и прикармливаем. Перемешаем. И теперь то же самое. Накрываем салфеткой и оставляем на этот раз на 12 часов. Будем кормить сейчас дважды в день. И потом я вам покажу, как определить готовность закваски. Сегодня 7-й день. Посмотрите, как она чудесно растет и развивается. Наша закваска выглядит живой и счастливой. Давайте проведем тест, готова ли она к выпечке, к работе. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть берем отсюда и простейший тест. Здесь у меня холодная вода и опускаем вот эту вот закваску в воду. Если закваска плавает, видите, она не тонет, значит закваска готова к использованию. Она живая, она хорошая, и можно начать готовить вкусные разные хлеба на закваске. Для выпечки хлеба я возьму отсюда 100 грамм закваски. Что же делать теперь с закваской? Если вы часто печете хлеб, то оставьте ее при комнатной температуре, не ставьте в холодильник. Регулярно подкармливайте закваску 2 раза в день, каждые примерно 12 часов. Почему? Так как закваска теперь живая, и ей нужно больше энергии для жизнедеятельности, поэтому кормим ее дважды в сутки. А если же вы не планируете печь хлеб регулярно, то накрываем крышкой эту закваску и ставим в холодильник. Для чего? В холодильнике она будет в спящем состоянии, и ее уже не надо будет кормить так часто. Раз в неделю можете кормить, так же, как я и говорила, то есть 50 грамм закваски уберете и докормите 50 граммами муки, уже можно только пшеничную, и 50 миллилитров воды. И все. То есть все очень просто. Посмотрите, какая чудесная закваска. Ее можно хранить годами в холодильнике. Главное, регулярно ее подкармливать и следить за ее жизнедеятельностью. Если же вы надумали испечь хлеб, вечером достаете закваску из холодильника, конечно же, подкормили, и оставьте до утра при комнатной температуре. И утром уже можно готовить чудесный хлеб на закваске. Итак, ставим эту закваску в холодильник. А вот из этой закваски мы будем готовить чудесный хлеб. Но это уже будет в следующем видео. Дорогие женщины, вот эти вот остатки, которые мы должны вроде как выбросить после подкормки нашей закваски, можно использовать в качестве маски для лица. Из этого получится чудесная питательная маска. Посмотрите в интернете, вы найдете множество рецептов. Пользуйтесь на здоровье.